Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же говорит совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Вот. Я сейчас повторю вам еще раз. В своем выступлении вы говорили о газовом кризисе. Я думаю, что мы можем продолжить эту тему. Вы говорили о том, что перекладывать с больной головы на здоровую, о каких-то пустых политических лозунгах. И в последней неделе очень много говорилось о том, что происходит. Я хочу напрямую вас спросить. Россия использует энергию как оружие? Россия вообще не использует никакого оружия, если вы обратили внимание. А что касается экономики, где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем? А что касается экономики, то это вообще исключено. Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу. Кстати говоря, тогда ваши соотечественники, Соединенные Штаты, тоже боролись с этим проектом трубы в обмен на газ. Ну, тогдашнее руководство Федеративной Республики все-таки настояло на своем, реализовало этот проект. Он действует до сих пор и активно участвует в энергобалансе в Европе. Значит, вот это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой никаких оснований, что касается использования энергетики в качестве какого-то оружия. Посмотрите, что происходит сейчас. Европа добывает примерно 54 миллиарда кубических метров газа в год. Добыча падает и в Великобритании, и в Нидерландах, в Норвегии, и будет падать дальше, судя по всему. Только один «Газпром» производит свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растет. И будет расти дальше. Потому что запасы только одного «Газпрома» свыше 35 триллионов кубических метров газа. И вообще, если так посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных, для нас самих, сложных сегодняшних условиях. «Газпром» увеличил поставки процентов на 10 газа в Европу. В целом увеличение газа в Европу составляет где-то процентов 15, имея в виду СПГ. Потому что СПГ увеличилось до 13, примерно 14%. И мы готовы это делать дальше. Не было ни одного случая, я хочу это подчеркнуть, чтобы наши компании отказались выполнять запросные позиции наших партнеров по увеличению поставок. Даже в сложные осенне-зимние периоды прошлых лет, если наши партнеры просили увеличить поставки даже сверх контрактных обязательств, мы всегда это делали. И делаем сейчас. Вот сколько наши партнеры выставляют заявок на приобретение, столько мы и поставляем. Хочу обратить ваше внимание и на другое обстоятельство, что поставки, скажем, американского СПГ уплыли из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура. Из всего объема, выпадающих объемов поставок СПГ на европейский рынок, а выпадающий объем свыше 14 миллиардов кубических метров газа, ну, в пересчете на газ, в СПГ я имею в виду, половина примерно недопоставлена операторами США. Так кто использует вот эти энергетические инструменты в каких-то своих целях? Мы или кто-то другой? Мы увеличиваем, а партнеры из других стран, в том числе и США, уменьшают поставки в Европу. Это вещи открытые. Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть. А вы говорите в обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полный чушь, бред.
политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований. Вот так, в общих чертах. И сейчас европейский газовый предел увеличен на 60%, и сейчас мы увидели глобальное повышение цен. И как вы можете заставить Европу проверить в то, что вы надежный газовый партнер, когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам? Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Вот. Я сейчас повторю вам еще раз. Значит, Господин президент, я вас услышала. Вы сейчас сказали, послушайте, вы сейчас сказали, вы не поставляете газ в Европу по газопроводам. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемый коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. «Газпром» на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. И по газопроводам увеличили вот на 10%. И СПГ до 13% догнали. Мы увеличиваем, не сокращаем, а увеличиваем поставки. А другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубических метров. Из них половина сокращения приходится на поставщиков США. Ну разве я что-то непонятное сказал? Вы меня услышали? Увеличиваем. А если нас просят увеличить еще, мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа. Ни одного. Причем мы увеличиваем и по направлению Турции, по голубому потоку, в хорошем смысле этого слова, по голубому потоку, по турецкому потоку. Увеличиваем эти поставки на Балканы. Сейчас пошли через турецкий поток. Увеличиваем по имеющимся маршрутам. Мы даже увеличили поставки через ГТС Украины. Увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают, увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там можно, если давление увеличить, оно лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута. Там 80% износа оборудования. Свыше 80%. Никто ничего не хочет слушать и слышать. Все только настроены обвинять в чем-то Россию. Они это кто? Европейские партнеры, кто-то еще? Недоброжелатели России. Они могут быть в Европе, могут быть где-нибудь в других странах мира.